Ты слушаешь Радио Мария. «19 февраля. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Правительство Израиля отвергает призывы Запада по заключению длительного мира с палестинцами. Цитирую. Израиль категорически отвергает международный диктат в отношении постоянного соглашения с палестинцами. Такое соглашение будет достигнуто только путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Нетаньягу. Также Израиль выступает против одностороннего признания палестинского государства другими странами. Такое признание после резни 7 октября станет огромной и беспрецедентной наградой терроризму и помешает любому будущему мирному соглашению, заявили в правительстве. Напомню, что сейчас идет серьезное давление на Израиль со стороны США, а также других стран по прекращению огня в секторе Газа до признания палестинской государственности. Главные новости Израиля. Президент Бразилии Луис да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с геноцидом евреев во Второй мировой войне. Цитирую. То, что происходит в секторе Газа и с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил лишать жизни евреев. Это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми, заявил президент Бразилии Луис да Силва. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже распорядился вызвать посла Бразилии для вручения ноты по поводу заявления президента страны. Выступая в Иерусалиме, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу обещает полную победу над дикарями, имея в виду террористов Хамас. Цитирую. Когда мы намеревались сделать это, даже наши лучшие друзья говорили нам, что это невозможно. Наши храбрые солдаты находятся в туннелях, разрушая инфраструктуру Хамас. Израильская армия проходит через то, что не делала ни одна армия, защищая мирное население. Мы не можем оставить нетронутой четверть боевых батальонов Хамаса, которые находятся в Рафиахе. Мы завершим работу здесь с нашими храбрыми солдатами. Мы позаботимся о том, чтобы гражданское население в Рафиахе имело возможность добраться до безопасных зон. Нетаньягу критикует Южную Африку за то, что она привела Израиль в Гаагу, а также критикует президента Бразилии Лулу да Силву, который ранее сравнил Израиль с нацистами. Ему должно быть стыдно за себя, продолжает Нетаньягу. Нас ничто не остановит. Полная победа означает освобождение заложников. Единственное, на что Израиль не может согласиться, это международный диктат, который навязал бы Израилю создание палестинского государства после ужасов 7 октября, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу попросил, чтобы израильские СМИ расследовали, кто стоит за серией рекламных счетов, а также телерекламы с требованием его отставки. После заявления премьер-министра организация «Ветераны войны судного дня» 1973 года заявила, что это их компания, и она финансируется за счет общественных пожертвований. Организация утверждает, что более 70% населения требует отставки Нетаньягу и призывает других делать пожертвования на кампанию против премьер-министра. Теперь же стало ясно, кто, возможно, стоит за протестами в Израиле с требованиями выборов, протестами, которые играют на руку Хамас и всем врагам еврейского государства. Но люди, которые появляются на митингах против власти, ослеплены то ли деньгами, то ли же обещаниями своих кураторов о светлом будущем без Нетаньягу. Главные новости Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу согласился с требованием министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира ограничить число арабо-израильских верующих на Храмовой горе во время Рамадана, несмотря на предупреждения против этого со стороны сотрудников службы безопасности. Об этом сообщает 13-й телеканал в выпуске «Хадашот». Шабак, общая служба безопасности Израиля, предупредила, что такой шаг, вероятно, приведет к дальнейшему обострению напряженности. Однако, как сообщается, израильская полиция поддерживает такое решение Нетаньягу. В то же время, на фоне сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу согласился ограничить количество арабо-израильских верующих, допущенных на Храмовую гору во время Рамадана, офис премьер-министра сделал заявление, цитирую: «Нетаньягу принял взвешенное решение, которое обеспечивает свободу религии с необходимыми ограничениями безопасности, установленными профессиональными чиновниками. Любая другая информация неправдива», заявили в офисе премьер-министра Израиля. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что зарубежное руководство Хамас ищет замену лидеру террористов Хамас в Газе Яхье Синвару и готово его убрать с должности, поскольку батальоны террористической группировки в Хан-Юнисе разбиты и надвигается наступление на Рафиах. Синвар не справился. Цитирую: «Хамас не доверяет своим командирам. Это очень и очень заметная вещь», — говорит Галлант. Станция Хамас Газа не отвечает, не с кем поговорить, как с руководством на местах. Зарубежное руководство Хамас ищет новых лидеров в секторе Газа. Это означает, что проводится тендер на то, кто будет управлять сектором Газа уже без Синвара. В Хан-Юнисе, добавляет Галлант, около 200 террористов сдались армии обороны Израиля в больнице Насер, и это указывает на потерю боевого духа Хамаса. Люди, у которых было оружие, дошли до момента истины. Это указывает на их понимание соотношения сил и то, что их судьба – сдаться или умереть. Третьего варианта не существует. Бригада Хан-Юниса Хамаса потерпела поражение и теперь не функционирует как военное образование. Хамас остался с маргинальными силами в центральных лагерях и с бригадой в Рафиахе. Здесь нет никого, кто бы мог прийти им на помощь, ни иранцев, ни международной помощи. Цаль расформирует оставшиеся 6 батальонов Хамаса, 2 в центре Газы и 4 в Рафиахе. Мы не имеем права останавливаться, пока Хамас удерживает наших заложников, сказал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Премьер-министр палестинской автономии Мохаммед Штайе заявил, что палестинская автономия все еще стремится к единству с террористической группировкой Хамас и может провести переговоры с этой группировкой уже в Москве 26 февраля. Напомню, что Россия пригласила все террористические группировки, а также палестинские фракции в Москву 26 февраля. Цитирую: «Мы готовы к сотрудничеству. Если Хамаса нет, тогда это другая история. Нам нужно палестинское государство», говорит премьер-министр палестинской автономии Мохаммед Штайе. Отвечая на вопрос о том, как объединиться с группировкой, которая совершила нападение на Израиль 7 октября, Штайе отвечает, что мир должен, цитирую, «забыть о случившейся резне». Не следует продолжать фокусироваться на 7 октября, заявил премьер-министр палестинской автономии. Главные новости Израиля. Канцелярия премьер-министра и Министерство финансов Израиля опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что с руководителями местных муниципалитетов на юге страны была достигнута договоренность о плане возвращения людей в общины, которые были эвакуированы в начале войны. Согласно заявлению, люди смогут вернуться в Сдерот, а также другие приграничные города при согласовании с Цаалем уже начиная с 1 марта этого года. Те, кто предпочитает оставаться в отелях, могут получить финансирование на это до 7 июля этого года, говорится в сообщении. Далее к другим событиям. 18 февраля в некоторых частях Израиля сообщалось об отключении электроэнергии.
В электрической компании Хеврат Хашмаль прокомментировали, что это техническая проблема, а не кибератака. По данным СМИ Израиля, 120 тысяч человек остались 18 февраля без электричества в районах Цфата, Бней-Брака, Петах-Тиквы и Бершевы. Сейчас подача электроэнергии восстановлена. Главные новости Израиля. Израильская авиакомпания «Эль Аль» заявила, что инцидент на борту одного из рейсов в Таиланд над воздушным пространством Сомали не является инцидентом безопасности. «Эль Аль» сообщили, что при полетах над Сомали возникли сбои в радиосвязи, и что они были предупреждены об этом местными властями, и что перебои не были направлены на самолеты «Эль Аль». Сбой не повлиял на продолжение полета, заявили в авиакомпании. Вчера, 18 февраля, на обочине дороги был найден сотрудник пограничной полиции, говорится в сообщении правоохранителей. Погибшему 33 года, он из Хадеры. По данным полиции, по стражу порядка был открыт огонь неизвестными на обочине шоссе номер 6 на юге страны по дороге на работу. Инцидент расследуется. Продолжаем главные новости Израиля на Радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать Радио Нария, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите свой комментарий. Ваши лайки, комментарии, подписки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также напомню, что на наш канал осуществляется атака недоброжелателей. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь и на наш резервный YouTube-канал. Если мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, выпуски начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Спасибо, что вы с нами. Также спасибо всем нашим спонсорам. Еще раз напомню, что Кабинет министров Израиля единогласно одобряет декларацию, отвергающую международный диктат, стремящийся продвинуть палестинскую государственность. Цитирую: «Израиль категорически отвергает международный диктат вокруг постоянного урегулирования с палестинцами», говорится в решении Кабинета министров. Урегулирование, если оно и будет достигнуто, произойдет только путем прямых переговоров между сторонами, без каких-либо предварительных условий. Израиль продолжает выступать против одностороннего признания палестинского государства, говорится в решении. После 7 октября такой шаг станет крупной и беспрецедентной наградой за террор, который помешает любому будущему мирному соглашению. Напомню, что это решение отражает заявление, сделанное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу после публикации на прошлой неделе в издании The Washington Post, в котором говорилось, что США, а также несколько арабских партнеров готовят подробный план мирного соглашения между Израилем и палестинцами, который включает короткие сроки создания палестинского государства. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на Радио Нария. Напомню, что параллельно радиоверсии сейчас в прямом эфире на YouTube-канале Радио Нария идет и видеоверсия наших новостей. Израильская пловчиха Анастасия Горбенко заявила, что спокойно отреагировала на то, что ее освистали после завоевания серебряной медали в Дохе, прокомментировав, что это уже не первый раз, когда над ней насмехаются на соревнованиях. Анастасия говорит, цитирую: «Я здесь неделю. Я слышала весь этот шум, но я с берушами, я в своей зоне. Я здесь, чтобы заниматься тем, что я люблю, а именно спортом. Я здесь, чтобы представлять свою страну, и я делаю это с израильским флагом, и я горжусь этим. А кому это не нравится, это просто не моя проблема». Конец цитаты. Настя Горбенко комментирует, что она без колебаний поднялась на пьедестал и что освистывание не повлияло на нее. «Я ни в коем случае не собиралась пропустить награждение только потому, что некоторые, в кавычках, маленькие дети будут делать все, что захотят». Спортсменка говорит, что несмотря на крики, она без колебаний будет участвовать в будущих соревнованиях в арабских странах.
В конце концов, Израиль также находится на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что однажды мы сможем помириться со всеми, заявила израильская пловчиха Анастасия Горбенко. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи!